Всем привет, мои дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале «Гениально все очень просто и знакомо». Сегодня мы поговорим на тему с вами смерть и рождение, как два прекрасных момента, которые ничем не отличаются и которые ничем не надо бояться. Кстати, подписываемся на канал, если вам понравился. Будет очень много интересных видео. Даже тому, кому не понравилось, тоже подписывайтесь, критикуйте, там, пишите, потому что сегодня будет очень важная тема – смерть. Смерть и рождение. Не пугайтесь, это не страшно. Оно случается всего лишь один раз. Во время рождения и во время ухода. Сразу скажу, смерти как таковой не существует. Существует переход с одного тела в другое измерение, в другое состояние. Чтобы люди не пугались и понимали, что это естественное явление. Оно ничем не хуже, чем рождение и также уход. Это два прекрасных момента, если человек живет осознанную жизнь. Он может это наблюдать, созидать и радоваться этому моменту. Он эти моменты не ждет, он находится в жизни. Когда эти моменты приходят, это уже все, это завершение всего процесса. Все, что сделал, как поработал, так и будешь плоды собирать и кушать приготовленную пищу в течение жизни. Очень важно учить детей этому. Объяснять, как они появляются на свет, кто им дает в первую очередь жизнь, кто поддерживает жизнь в течение всей жизни в этих детях. Это касается и верующих, и неверующих. Лишь бы человек хотя бы мозгами чуть понимал, тут не надо верить, тут надо хотя бы чуть-чуть понять, что вот это тело не могло само ниоткуда появиться. Оно создано. Да, более высокими цивилизациями. Да, оно так создано. Оно не могло с обезьяны появиться. Способом скрещения – да, но по-другому нет. Но вернемся к смерти и к рождению. Это такие прекраснейшие моменты, если человек живет осознанную жизнь, если человек соблюдает правила. Это важно понимать каждому человеку, что он создан. И он впущен в этот мир. Человек сюда сам не приходит. Человек не может сам ничего сделать. Человек не может вырастить даже волосинку на теле. На том, которое он называет «моё тело». Представляете? Я называю это своим телом, на котором я не могу ничего сделать сам. Является ли оно моим? Оно дано на время, нам, каждому человеку из нас. Так же самое, как вы взяли машину в аренду, вы садитесь и говорите «моя машина». Но так же самое вы можете сказать «это я». Чем это отличается от тела, я не знаю. Собственно, оно имеет одно и то же значение. Машина и тело. Что то делали не вы, что это делали не вы. Вы можете туда заливать солярку, бензин, кто на чем ездит, электрикой заряжать, электрикой. Но у нас есть душа. Это атомная электростанция, которая запрограммирована на определенный промежуток жизни, времени. Как компьютер, только невидимый. Что такой период жизни она будет находиться в рабочем состоянии. Потом она будет вынуждена отключиться и выйти из этого тела, как человек выходит из машины. И машина остановится, и она сама дальше уже никуда не едет. Так и человек. Когда душа выходит с тела, машина останавливается. И тогда только человек каждый начинает понимать, что эта душа – это есть атомная электростанция, которая входит в тело и дает возможность всему телу функционировать. Это та же самая электрика, только другая.
в другом состоянии. Точно такой же. Человек зашел в машину, душа села в тело. И человек как хочет, так и ездит по жизни. Он может ехать, тараниться, сбивать, калечить машину. Но это он должен помнить, это его машина. И вот эта машина. Если человек будет по жизни ездить, калечить ее, убивать, он должен понимать, что он только калечит свою машину. Но есть закон на этой земле. Если ты калечишь другие машины, ты за это будешь отвечать. Так же само, как человек, водитель, если он сбивает какого-то человека, это вообще страх, будет наказание. Но если он протаранил, если он сбил, покалечил машины, он будет обязан возместить ущерб тем людям, которым он нанес повреждения. Также и в физическом теле, в течение жизни. Если человек наносит какой-то ущерб другому человеку, психический, я подчеркиваю, психический, when we talk with each other, когда мы разговариваем друг с другом, это также самое можем наносить вред. Соответственно, эта система чуть-чуть поумнее в душе. Вселенная, она чуть-чуть более развитая, чем обычная наша система житейская. Соответственно, человек несет потом ответственность за содеянное им. Будь то он обидел человека, будь то он сделал то-то, если лишил жизни, но вы понимаете, это правило. Он лишил, например, другого человека жизни. Соответственно, что он будет нести так или иначе наказание. Ушел он сам в жизни, так же само он будет нести наказание. Это, как я называю, не грех, просто такое, знаете, не наказание. Потому что наказывать, если человек не хочет жить, он уходит, наказывать никто не будет. Но просто он, когда захочет, ему не дадут эту возможность опять прийти в ближайшее время. Скажут, мы тебе дали, ты не смог воспользоваться тем периодом, той жизнью, которая была дана, и выбрана тобой же. Душа сама решила прийти, но не воспользовалась моментом, посчитала, что сильно и тяжело, печально, и она ушла из жизни. То есть, как самоубийство и сделают люди. Она будет долгое время, как говорят, взаперти. Не выпускать не будет из дома, скажут, ты гулял, у тебя была возможность, ты мог гулять. Нет, теперь посиди, отдохни. Приди в себя, наберись мужества. Это так. Я в игривой форме рассказываю, потому что это наилучшим способом понять, хотя бы о чем идет речь. Очень важно детей учить с детства, что такое рождение, кто ему дал жизнь и кто ее будет брать. А также техники безопасности. Каждого ребенка надо учить с рождения. Что такое техника безопасности? Объяснять, не наказывать ребенка, что он сделал что-то не так, а объяснять, что ты можешь пострадать, пострадает твое тело, и ты можешь так же само покалечить другие тела. Не так, как родители многие, ой, мой ребенок самый лучший. Он не самый лучший. Это я скажу каждому из вас. Потому что для Творца все дети одинаковы. И как бы вы ни любили в отдельности каждый своего индивидуального ребенка, у кого есть возможность понимать, он видит, что все люди одинаковые. Ни один не выше другого. Будь то он умный, будь то он глупый, будь то он даже недоразвитый какой-то там дебил, в смысле, симптом у него такой. Он ничем не хуже, чем другие более развитые люди. Ни на йоту, не лучше и не хуже. Желательно это даже, после 12 надо объяснять, начинать так более уже доходчиво, чтобы ребенок мог брать ответственность уже за свои поступки. Чтобы он себя не калечил. Объяснять, что надо за машиной следить, за телом. Каждому человеку. Ребенку надо с детства приучать к труду.
Иначе он не сможет полноценно себя чувствовать в течение жизни. Смерть не страшнее рождения. Это также самое прекрасное явление, если человек осознанно живет в течение жизни. Он и уходить будет из жизни осознанно. И ни капельки в этом у него не будет страха. Даже, я вам скажу, еще может быть радость. Потому что сделанная работа, и человек едет отдыхать на Гавайи. Но если он этого заслужил. Я был на Гавайях, вы знаете, очень довольно-таки интересно. Вот даже здесь, находясь, я сейчас в Киеве нахожусь, живу. И я бы не отказался рвануть на Гавайи, поваляться на пляжике, на серфинге поездить. Небо там красивое. Также и душа. Когда сделана работа, она уходит осознанно на покой. И она понимает, что она сделала всю работу. К чему я это говорю? К тому, что каждый человек в течение жизни также должен осознанно подходить к каждому дню и выполнять свои задачи, которые ему нравятся, которые он хочет, но при этом не калечить других людей. Чтобы у него отдых был потом спокойный. И он не стыдился за себя. Он не стыдился за свои мысли, какие он думает в течение жизни к тому или иному человеку. Потому что, как вы помните, я говорю, то, что вы думаете, это ваш мир. Это только ваш мир. На других людей оно не влияет. Оно влияет только на ваше духовное состояние вашего энергетического тела. Оно вас или обогащает, или калечит. И все это зависит только от вас, какой вы ювелир. Если вы сделали работу прекрасно, вы будете уходить из жизни радостно, не боясь этого, даже с принятием, уважением и благодарением. Многие скажут, как это возможно, там кто-то скучать будет. Нет, у осознанного человека протекает естественный процесс. Он понимает, что такое рождение, он понимает, что это уход. И там нету ни белого, ни черного. Для осознанного человека это естественно. Протекает процесс жизни. И в течение жизни он старается жить, а не рассказывать о жизни. Есть разный тип людей, которые живут в мозгах, все знают. А есть люди, которые живут в теле и жизнью. То есть на нашей земле сколько много всего разного. Можно на коньках кататься, на скейтах, велосипедах плавать. У нас там на сноуборде катаются по озеру. Спортом заниматься, удовольствие получать, гулять по парку в здоровом теле. Это как ездить на хорошей машине. Здоровое тело – это хорошая машина. И вам не надо ее заправлять. Надо, прошу. Надо зарядку делать. Вы будете подпитываться энергией на весь день. Это как машину заправляет бак. Так же самое человек, каждый может свою жизнь напитывать приятными ощущениями. Как приятными, потом неприятные, это также они нужны, как опыт. Опыт пребывания на земле. Без неприятных ты никогда не поймешь, что такое приятное. Это как неразделимые вещи. Но когда человек приходит к осознанности, у него теряется понятие неприятность. Если случается та или иная ситуация, он принимает это как должное, как вызов, как воин. Все, значит, такая задача, будем решать ее. Он не плачется, он не обвиняет, даже если к нему какое-то там предвзятое отношение, то есть его там обвинили, его ударили, его обидели, у него забрали, он принимает это как вызов к дальнейшему действию и решению той или иной задачи. Он не принимает это как слабость свою, его обидели, его унизили, нет. Осознанный человек так не думает. Пришел какой-то определенный момент, он действует. Так же самое, когда приходит смерть, он ее привечает с уважением. И также приходит рождение. Это два поля светлых. Откуда человек пришел, туда он и уходит. И промежуток – это жизнь,
которой мы должны воспользоваться всеми ситуациями. Так, мы продолжим эту тему с вами в следующем видео. Я вас всех обнимаю, уважаю. Подписываемся на канал, не забываем, критикуем, если можем, не можем, значит, наслаждаемся жизнью. Всем хорошего настроения, обнимаем. Девушкам привет, мужикам лист, бабушек, дедушек обнял. Наслаждайтесь жизнью.